Не будем медлить, раз вы здесь. GTA 6 перенесена на 19 ноября 2026 года, и это очередной повод поплакать фанатам великого автоугонщика. Особенно тем, кто помнит свои ожидания выхода еще со времен Сан-Андреас. И вот ты уже не школьник, а типичный скуф. Ну да ладно. Некоторые успели поспешно связать перенос даты релиза с недавними увольнениями сотрудников. Уволили же их, со слов представителей Rockstar, за обсуждение на публичном форуме о том, что можно трактовать как нарушение политики компании. По разным данным, компания похудела на 30-40 сотрудников. Данные разнятся. Но известный разоблачитель кранчи Rockstar и по совместительству человек-редиска в их глазах Джейсон Шрайер тотчас опроверг связь между переносом игры и увольнениями. Все это вы, скорее всего, и так знаете. Как знаете и то, что он отметил, что последствия этих увольнений безусловно могут привести к срыву сроков. Но это будет потом, в будущем, когда дадут о себе знать последствия образовавшихся вакантных должностей, а там и судебные тяжбы с уволенными, ну и тому подобное. То есть прямо здесь и сейчас игра не перенесена из-за уволенных сотрудников. Что логично, ведь в Rockstar трудится порядка 6000 человек. И игра не станет задерживаться только из-за внезапного ухода части из них. Чуть шире тему переноса раскрывает твит Тома Хендерсона из Insider Gaming. Он написал в соцсети X, что GTA 6 задержали из-за перфекционизма разработчиков, а не из-за недавних скандалов с персоналом. И это действительно так. Проекты уровня GTA — это масштабный набор кода, требующий не только хорошей графики и свежих идей, но и их оптимизированную работу. Достаточно вспомнить времена релиза GTA 4 на ПК, когда разработчики сознательно ввели максимальный уровень графики, которую не мог нормально тянуть ни один тогдашний компьютер. Объяснение в духе, что это все сделано на вырост, чтобы будущие игроки смогли насладиться лучшей картинкой, когда придет время, никого не устроили. А про то, чем обернулся релиз другого масштабного Open World под названием Cyberpunk 2077, думаю, никому напоминать не нужно. И тем более, когда игра в разработке столько лет, как GTA 6, перенос на год — это не тот срок, чтобы искоренить проблемы с содержанием сюжетной кампании. Впрочем, есть и те, кто не согласен с такой позицией. В недавнем посте на LinkedIn Стерлинг Р, бывший креативный директор Roblox с 25-летним стажем разработки игр, написал: Они пытаются довести GTA 6 до совершенства, и нужно больше времени на полировку. Вы не добавляете целый год дополнительно к первоначальной дате для так называемой полировки. Это просто сломанная игра и, честно говоря, плохое планирование. На первый взгляд, это заявление обиженного фаната, который заранее спланировал всю весну 26 года так, чтобы 26 мая запустить игру, перевести телефон в режим самолетика и быть онлайн только в одном месте. Да и в целом, где разработчик Roblox, а где святые кудесники GTA? Но если посмотреть на слова разработчика Roblox под другим углом, еще в конце зимы 2025 года по сети поползли слухи, что шестую GTA хотят превратить в метавселенную. То есть популярная серия должна превратиться в полноценную платформу для создателей контента. Если проще, то GTA должна стать Roblox. Кто не в курсе, Roblox — это такая песочница на собственном игровом движке, который позволяет пользователям самим создавать игры внутри Roblox. Для этого игра использует язык программирования Lua. Соответственно, полет фантазии ограничен только познаниями в программировании и возможностями игрового движка. По слухам анонимных инсайдеров, Rockstar Games вела переговоры с ведущими креаторами для Roblox и Fortnite о том, чтобы создать игровую платформу в своей будущей игре. Сами Rockstar Games не стали комментировать эти слухи, но в этом нет нужды. Достаточно вспомнить со слезами от фага, что пятая часть релизнулась спустя 5 лет после номерной предшественницы, тогда как шестая часть в разработке уже сколько лет. Собственно, а почему новая GTA так или иначе в разработке больше 10 лет? Ответить поможет статистика. На том же Twitch GTA 5 входит в топ-10 самых популярных игр. Топ-10 популярных. Игра, по сути, 2013 года, не забываем. Но даже если и так, то логичен вопрос: что с того, что Rockstar решили внедрить схожие механики с Roblox? О переносе объявили только сейчас, а слухи, даже если они и правдивы, поползли по сети еще в конце февраля. Да и кто станет внедрять новые механики на финальном этапе игры?
А тут уже отвечу я. На фоне крупных сделок по продаже авторских карт другим издателям, Rockstar может оформить пользовательское соглашение так, чтобы получать роялти с этих сделок. И вот GTA 6 уже может стать не просто платформой для игроков, а платформой для бизнеса B2B. Основные конкуренты Roblox, такие как Minecraft, давно получают заказы от правительства по созданию их городов или зданий в игре с целью сохранения культурных достопримечательностей или введения своего виртуального бизнеса. Катушка настолько сильно раскатывается в последнее время, что уже превращается в большой мыльный пузырь. Смотрим на Астрал в Геншине или UGC Alpha в PUBG. Rockstar может хотеть прыгнуть в этот последний вагон и сделать все идеально. Но имеем ли мы сейчас хоть какие-то предпосылки, можете спросить вы? И тут важно вспомнить успех GTA Online. Внезапный успех онлайн-режима в пятой части GTA настолько вскружил голову, что Rockstar впоследствии отменили все сюжетные DLC, включая агента Тревора, уже только ради одной, которая готов был раскошелиться на дополнительный контент. Тем не менее, онлайн-режим и позволяет удерживать пятерку на плаву столько лет. И игнорировать конкурентов по онлайну и их успех означает в нынешней игровой индустрии одно – отправиться в прошлое вслед за Дюк Нюкемом. Кто сейчас вообще о нем помнит? Поднимите руки. Скофы молчать. И Roblox по популярности у аудитории от 6 до 12 лет опережает любое другое место в интернете, включая YouTube. Fortnite — это тоже абсолютный лидер. А ведь если взять 12-летнего игрока, который в 2013-м бесчинствовал в Лос-Сантосе за Тревора в GTA 5, то сегодня ему уже 24-25 лет, а это дом, работа и ипотека. И хорошо, если речь про частный сервер GTA RP, популярность которых Rockstar тоже видит. То есть, если он продолжает висеть у мамы на шее и днями просиживать GTA Online, то ему и так есть чем заниматься в ожидании новой игры. Rockstar же стремится нагнать к себе новую аудиторию, для которой GTA окажется забавой для скуфов. Возвращаясь к вышеупомянутому GTA RP, это тоже своего рода маркер нового подхода Rockstar. Еще недавно подобные модификации, собранные энтузиастами на частных серверах, были вне закона. Поиграть в них можно было только на ПК, правила модерировались в обход компании-разработчиков, а игроки платили, чтобы в них играть далеко не рокстаровцам. Конечно, такой подход не понравился рок-звездам, и, например, некоторых создателей популярного мода 5M разработчики забанили в 2015 году. Однако позже, в 2023, они приобрели их компанию. Как тогда показалось, это продемонстрировало молчаливое одобрение сообщества GTA RP. Однако сейчас вполне вероятно, что 5M была куплена именно для того, чтобы подключить их к созданию метаверсальной вселенной для тех, кто вышел из Roblox. И заодно поднять онлайн-режим на новую ступеньку. И 9 месяцев достаточно, чтобы понять, что что-то в этом плане пошло не так. Привлеченные к делу креаторы из Fortnite с Roblox могли показать мастодонту все изъяны такого, казалось бы, надежного плана. Что, в общем-то, сходится с другой мыслью, высказанной Дэвидом Беттюном, бывшим сотрудником IBM и ныне разработчиком игр. Он предположил, что задержка с выходом GTA 6 может быть связана с, цитата, огромным расширением функций, изменением масштаба, либо чем-то, что с самого начала не работало, но они все равно решили это сделать. Для чего было объявлять перенос сейчас, а не взять паузу сразу, еще весной? Издательство Take-Two, под чьим крылом находится Rockstar Games, публичная компания, а значит, многое зависит от инвесторов, перед которыми представители компании регулярно отчитываются. Следовательно, и перенос тоже становится частью подотчетной игры. Плюс GTA, конечно, бренд с мировым именем, и ему для релиза подходит любое время. Но ноябрь 26-го — это время, когда люди готовятся к праздникам. И если вспомнить дичайшие слухи о миллиардном бюджете GTA 6, то его нужно купать при любом удобном случае. И падение рынка в рыночной капитализации компании сразу после публикации новости о переносе — это тоже явление временное. Рынок всегда остро реагирует на негативные новости. Но от этого мои ожидания, и хочется верить ваши, не станут меньше. Спасибо вам, что досмотрели ролик, а теперь ставьте лайки, дизельные вподобайки, подписывайте на телеграм-канал по ссылке в описании, пропускайте ректальные игры и увидимся с вами на Некрофа-канале. Wszystkiego chciałem poinformować o bardzo bulwersującej sprawie, ponieważ godzinę temu Rockstar Games zapowiedziało, że premiera gry GTA 6 zostanie przesunięta na za rok. No to jest
ogromny skandal, powiem szczerze. Jeśli po czymś takim ludzie nie wyjdą na ulicę, to ja już nie wiem.